Всем привет! Меня зовут Илья, сейчас я нахожусь в США, в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Это мое первое видео, первое такое полноценное видео, именно влог. И сегодня я хочу рассказать вам про мое трехдневное путешествие с друзьями в Моаб. Моаб — это городок, который находится там далеко в каньонах, возле национального парка Арчес. В общем, я это все расскажу в видео. Также подписывайтесь на меня, ссылка есть в описании, и в телеграм-канале. В телеграме я гораздо больше уже веду контент, поэтому там можно посмотреть мои другие видео. А так, приятного просмотра. Итак, погнали. Я был невероятно рад отправиться в это неожиданное приключение, потому что это было первое большое приключение здесь, в Юте, и здесь, в принципе, в США. За 2 месяца мы практически никуда не выезжали, кроме как где-то локально по городу, и ездили смотреть еще Супербол. В этот раз получилось такое неожиданное приключение, за которое мы решили буквально за несколько дней, что мы поедем, и получилось очень круто. На момент записи этого видео я еще не знаю, насколько выйдет это видео, поэтому может быть это будет 2 части, может быть 1, но тем не менее приятного просмотра и спасибо, что смотрите. Подписывайтесь. Всем привет! Мы сегодня собираемся в небольшое путешествие до Моаба. Сейчас вот собираемся немножко, берем всякие штуки нужные нам. Поэтому сегодня погоним на пару дней. Хочу пробовать поснимать немножко, потом что-нибудь из этого сделать. Так что посмотрим. Так, ну все, мы, короче, поехали. Сейчас посмотрим, как все будет. Блин, спасибо, что выключил свет, Наташ. Короче, мы погнали. Мы ехали вчетвером. Я, моя девушка Наталья и пара, с которой мы познакомились здесь в языковой школе. А выезжали мы из маленького городка Баунтифул, который находится на севере Солт-Лейк-Сити, штата Юта. В первую очередь мы заехали в Костко, чтобы взять с собой еду, так как по пути не везде есть заправки и кафе. Да и к тому же, не факт, что мы бы нашли что-то достойное для хорошего обеда. Костко — это огромный магазин, где все продается только большими пачками. В общем, сейчас заехали в Костко, набрали продуктов немножко с собой. Взяли курицу, самое главное это курица, тут очень дешевая курица и очень сочно вкусная. И всяких вот салатов. Пока покажу, что тут прям огромные объемы всего, тут вот огромными пачками. Вот. Короче, как-то так. Сейчас будем двигаться дальше. Так что погнали. Ко всему прочему, на первый день нашего путешествия выпало 8 марта. И было приятно осознавать, что теперь это приключение запомнится надолго. У нас не было четкого плана. План был примерно таков, что мы едем в сторону Моаба и там разбираемся, что будем делать. У меня впервые такое. Обычно мы планируем очень много и от этого даже выгораем. Но в этот раз была очень классная компания, при которой я себя чувствовал очень комфортно и расслабленно. В этой поездке я даже заранее изучил, куда мы едем. Путь до Моаба был около 4 часов. Сначала мы ехали в городе, но в какой-то момент мы оказались высоко в горах. И потихоньку продолжали подниматься и подниматься. Высоту я отслеживал на своих часах, и в какой-то момент она достигла 2400 метров над уровнем моря. В горах было достаточно снега, чего не скажешь о Солт-Лейк-Сити, там он уже давно растаял. Примерно через 200 километров мы сделали первую остановку на заправке в городе Хелпер. Это была очень красивая живописная заправка среди гор на высоте 1800 метров. Приехали на заправку, сейчас посмотрим, что тут есть. Хотим в целом перекусить немного. Взяли с собой еду из магазина. И может что-то купим здесь, отдохнем немножко и будем двигаться дальше. Такая прикольная заправочка, много всего есть. Много всего есть, большие пачки всего, как в больших магазинах. Посмотрите, какой колоритный пикапчик. Супер старый Ford. Вот это он круто выглядит. Короче, мы присели немножко в кафе покушать. Вот сок. Курочку возьмем и покушаем немножко, будем двигаться дальше. Мы где-то на полпути в городе Хелпер. Вот, то заправились. Тут заправка прям такая довольно прикольная. Тут и банкомат внутри есть, и эти штуки, где Кока-Колу как будто с Бургер Кинга наливаешь, и очень много всего. Еще план четко у нас нет, и едем в сторону Моаба. Вот, но колорит прям нереально. То есть тут все такое очень крутое, эти тачки такие мощные. Очень красивая природа вокруг, горы, скалы, прям проезжаешь, такое ощущение, что находишься в одном огромном музее. Из такого интересного, сейчас покажу, что мне понравилось. Во-первых, в целом прикольно, что всякая такая вот продукция есть, типа ютовская, типа шапочки всякие. Здесь типа всякие такие путеводители по Юте. Вот, ну и в целом всяких, не знаю, всяких интересных таких приколюх.
всяких вкусняшек очень много. Всякое разное, просто миллионы. Куча разных принглсов. Просто очень много всего. Много всего прикольного, того, что я такого никогда в жизни не видел. Тут, допустим, куча всяких Mountain Dew. Короче, очень интересно. Короче, мы перекусили, вот, породили немножко по заправке, такая атмосферная заправка в целом. Сейчас будем двигаться дальше. Сфоткал Принглсы. Сейчас будем двигаться дальше в сторону Моаба. Вот. Погода шикарная, на улице +3, но в принципе нормально. Вот, мы сейчас на высоте где-то 1826 метров. Все, сейчас погоним. За мной видов не видно, но тут очень классно. Тут просто прям просто в горах. Вот, так что двигаемся дальше. В Green River. В теории можно на столку остановиться перед поворотом на... Ну там он еще не скоро будет. Перед поворотом на вот эти, как сказать, на каньоны. С какой целью? Сходить в туалет. А ты хочешь в туалет? Нет, я планирую. Это дело не планируется, правильно? А, ты просто вносишь... Просто вносишь в расписание пункт. Наше расписание. Осталось ехать еще час времени. Дорога продолжалась, но в какой-то момент вдалеке мы заметили гигантскую тучу, и мы направляемся прямо в нее. Офигеть, какая там стена, ты видишь? Туча была внушительных размеров. Казалось, что вот-вот и она полностью нас поглотит своим дождем. Вскоре мы подъехали к ней очень близко. Удивительно, но мы ехали по самому ее краю, и сбоку буквально в нескольких десятках метров шел огромный ливень. И вот-вот он нас настигнет. Но в какой-то момент мы повернули в другую сторону от дождя. На Моаб. Вот мы поворачиваем на Моаб. Сейчас. И после того, как мы повернули, эта туча оставалась далеко позади. Мы приближались к нашей точке. И вот, немного не доезжая до Моаба, перед нами открылся потрясающий пейзаж. Огромные красные песчаники возвышались над землей. Эти уникальные геологические формации – ничто иное, как результат миллионов лет эрозии и отложений. Меня эти масштабы очень впечатлили. Мне буквально не хватало зрительного объема, чтобы охватить все это. Песчаники Моаба – это не просто камни. Это искусство природы, созданное из песка, которое под воздействием воды и ветра превратились в камень. Каждый слой песчаника рассказывает свою историю, уходящую глубоко в древность, до времен, когда эти места были дном древнего океана. Просто как будто уже вот в каком-то музее находишься, в каком-то историческом, не знаю, национальном парке. Удивительно, что это все создала природа. Эти виды абсолютно не передают тот объем, который можно увидеть глазами, но тем не менее я старался это запечатлеть. Далее мы поднимались по извилистой дороге все выше и выше, и в какой-то момент в окне показалось два огромных монумента. Мы добрались до очень крутого места. Мы ехали, короче, в этот Мертвая лошадь, что-то такое, там такое красивое место, тоже каньон. Но мы ехали и заметили очень крутое место возле... Ну, короче, когда ехали сюда, там было написано view какой-то, point view.
Вот, сейчас покажу, что мы видели. Просто невероятное место. Тут чуть поснимали, пофоткались. Вообще прям вау. Вот, посмотрите, просто невероятно. Очень красиво. Невероятно просто. Такой вид нереально открывается. Он такой объемный. Все равно через камеру не передается. Но тем не менее, прям вид невероятный. Все, мы уже тут отбыли. Тут, наверное, потратили, наверное, полчаса. Сейчас двигаемся дальше. Тут, конечно, красота поражает своей величием, не знаю. Природа поражает своей красотой. Просто очень красиво. Очень красивый вид. Хочется бесконечно смотреть. Я не знаю, мы только-только заехали, но мы уже кучу всего наснимали. Таких каких-то маленьких видео, фоточек. Просто очень круто. Сейчас двигаемся дальше. Не знаю, сколько еще классного предстоит. Вот как-то так. Мы поехали дальше и могли только наблюдать издалека, как гигантские махины уменьшаются и уменьшаются позади нас. Но буквально через полчаса мы приехали в нашу последнюю точку на сегодня. Скажу сразу, я вообще ничего не ожидал от этого места, но в итоге очень удивился. Это место Dead Horse State Park. Вход туда с машины стоил $30. Мы сейчас находимся в месте, похожем очень на Гранд Каньон, мне кажется, мы еще не были. Тут что-то подкова лошади. Вот, тут речка Колорадо, которая когда-то пересохла. Вид очень красивый, сейчас покажу. Просто невероятно. Мы сюда приехали, и здесь начался снег. Подожди, он упругий какой-то. Играет как будто. Какой-то снег странный. Блин, так страшно, высоко, но классно. Вау. Вау, у меня аж прям не хватает моего этого 4К изображения в глазах, чтобы посмотреть на это. Здесь начался снег, и это было просто что-то невероятное. Вот, и было так прям круто, что мы находимся как бы в пустыне, в каньонах, но со снегом. Вот. Тоже пофоткались очень много, сейчас отправляемся дальше, потому что тут очень много мест. Я даже не знаю, как это все заснять и переснять, и как это вообще все сделать, потому что ну, тут очень много просто красоты. Просто вау. Вау! Ничего себе. Просто очень красиво, невероятные виды. Блин, ну там туча в эту. Вот это есть, наверное, голова. Фух, мы немного укутались и добрались до самой такой крайней точки нашего приключения сегодня. Начался дикий ветер, очень холодно, просто невероятно холодно. Прям, я не знаю, прям дико. Мы просто одели все, что возможно было на себе. Сейчас скрывается вот такой вот вид на реку Колорадо. Вот это место называется, вот это, я так понимаю, голова мертвой лошади, что-то такое, потому что, наверное, не знаю почему, предположительно, река так выглядит немножко как вот, как голова. Здесь просто невероятно, тут высота 1813 метров, но ощущения очень крутые. Самое крутое было вот там, мы там были, когда пошел снег и было довольно тепло, когда мы ходили буквально в майках. Я не знаю, слышно ли меня, потому что сильный ветер, но мы ждем закатного солнца, чтобы сделать какое-то красивое фото. И судя по нашему виду,
того, чтобы так сильно укутались, из-за того, что вот там на фоне, вот там, где солнце, там вот очень много облаков, то, скорее всего, не получится хорошее фото. Фух, нереально. Нереально. Репортаж с места событий, да, я просто как этот. Ты как эскимос выглядишь. Ну, красиво, красиво, но тут сейчас вот эта пелена закрыла все. Место очень крутое. Ехали до него где-то около часов 5. Завтра отправляемся до, не знаю, когда едем в Муап и еще куда-нибудь. У нас будет 3 дня, и мы эти все 3 дня планируем кататься. Может быть, вернемся сюда, если поймем, что там не очень красиво, то приедем ради фотки на закате или на рассвете сюда. Но я такого еще, честно говоря, не видел. Тут просто, может быть, где-то такое еще и есть. Тут как будто такой очень крутой доступ к этим местам. Ну и в придачу вот все, что связано с рекой Колорадо и Большим каньоном. Тут все какое-то нереальное. Надо почитать подробнее про реку Колорадо и что это и как это. Но тут прям, конечно, прям вау. Так, я вышел на какую-то точку. Красиво, сейчас покажу. Вот такой вид открывается. Тут немножко пелена из облаков. Такое ощущение, что облака сюда зашли. Из-за этого стало очень холодно. Вот там вдалеке планируется закат. Леха, ветер сдувает. Ветер сдувает, что страшного. Прям ветер сдувает жестко, да? Будьте очень аккуратны. Кстати, как будто бы есть шанс на красивую фотку все-таки, но попозже. Все, продолжим чуть позже. Мы нашли в итоге место какое-то, чуть-чуть между скал, и тут прям практически нет ветра. Вот, поэтому мы здесь ожидаем заката. Вот такое место. Вот там вот это... где там? Вот там вот эта подкова. Или это голова лошади, что-то такое. Тут немножко подувает, конечно, но он чуть подспрянут. Выглядит вот так вот. И все равно красота непередаваемая. Это невероятно. Это, такое ощущение, что, короче, ты маленькая мурашка в какой-то такой маленькой расщелине гигантского, какой-то гигантской лужи. Закатное время. Я сейчас отойду в машину и вернусь сделать пару фоточек, пару видео. Нереально красиво, нереально круто. Вообще вау. Короче, сходил за пледом, наделся потеплее еще раз. И сейчас иду опять туда. Надеюсь, сейчас успею чуть. Ну, вроде как еще закат такой через 20 минут. Но прям вообще, короче, вау. Но очень ветрено, очень ветрено. Сейчас посмотрим. Вот и встретили немножко закат, сделали немного видео. Со мной можно увидеть остатки заката. Они там где-то далеко-далеко. Там. Вот. Ой, очень классно, даже неожиданно получилось. Красота это. Ветер немножко стих. Вот. Короче, получилось прям очень классно. Попытался сделать какие-то видосы интересные. Сделать классных много фоток.
Закат на солнце просто нереально. Вот эти последние 15 минут перед закатом, золотой час, это что-то с чем-то. Наслаждаюсь последними минутами. Выглядит, конечно, похоже на... Мы еще не были в Гранд Каньоне, но правда очень похоже, как мы вот спрашиваем ребят, которые были на Гранд Каньоне. Очень красиво и невероятно, короче. Короче, я не ожидал от этого места ничего, но остался под огромным впечатлением. Вот. Мне кажется, надо еще как-нибудь еще раз сюда приехать обязательно. Еще, может, какие-то сделать классные видео. Зафиксировать это в памяти. Зафиксировать это на видео. Вот. Через, наверное, минут 15 уже будем уходить и двигаться в сторону, наверное, заправки. Погреемся и будем искать отель, чтобы отдохнуть. Мы еще не бронировали, но вот скоро планируем забронировать его и все, в принципе. И отдыхать сегодня. На завтра надо будет придумать план. Вот. Пойдем, наверное, в парк как-то Арчер или что-то такое. Вот там будет очень даже вау. Вот. Так что так вот. Дальше мы выдвинулись в сторону Грин-Ривера, ближайшего города. Мы не поехали, так как там дорогое жилье. Ближайшая заправка была в 100 километрах, поэтому мы решили сразу ехать без остановки в Грин-Ривер, там искать отель и отдыхать. В дороге смотрели на букинги отелей и мотелей, их варианты и цены. Было все от $100 за один номер. Единогласно решили приехать в Грин-Ривер и по ходу дороги заезжать в каждый отель и спрашивать цену там. Фух, ну что, уже на часах 10 вечера. Мы заселились в мотель. Что называется, сейчас покажу, если будет видно. Вон там название. Что-то там Six One Person, что-то такое. Вот, мы наконец-то заселились в отель. Уже даже покушали. Вот, сегодня был невероятно крутой день. Очень такой насыщенный, очень активный. Я очень устал. Мы все очень устали. Прям вообще сильно. Вот, сейчас... уехал. Камера уехала. Вот, сейчас отдыхаем. О, кстати, вот видно название отеля там сверху. И такая дорожная вот эта вот вывеска. Вот, все очень сильно устали. Сегодня был прям очень такой прям мощный день. Мы причем как бы вроде и не сильно много ходили, но за счет того, что был сильный ветер, мы очень устали. Сейчас в данный момент находимся в мотеле. Ни разу никогда не жил в нем, в настоящем американском мотеле. Вот, поэтому, конечно, экспириенс очень интересный. Сняли жилье за $50, по-моему, $50 за 45 без налогов, и там 50 с налогами в итоге выходит. Причем нам попалась комната на, как бы, на углу, то есть угловая комната, угловые комнаты всегда холодные. И мы попросили, чтобы нашу комнату поменяли. Вот, и она сказала, что вашего типа только несколько номеров. Вот, но мы в итоге пришли, это был как будто даже получше номер, потому что у нас была микроволновка и холодильник. Перекусили, вот, поделились впечатлениями, и вот скоро будем ложиться спать, чтобы двигаться завтра дальше. Сейчас Наташа уже готовится ко сну. Сейчас, наверное, зайду, покажу небольшой обзор на наш мотельный номер. В целом, впечатления очень такие прикольные. Пока все очень классно, очень нравится. И само место, где мы были, и отель-мотель довольно неплохой. Поэтому сейчас пойду и покажу немножко такой мини-рум-тур нашего мотельного номера за $50 в штате Юта, в населенном пункте Грин-Ривер, который находится в часе езды от всего, от Моаба. Вот, так, сейчас зайдем. Такая большая кровать. Такой вот вид из окна на город. У нас есть тут телевизор. Кстати, ребят, по-моему, телевизора не было даже. У нас тут телевизор есть еще. Был телевизор. Микроволновка, холодильник. Тут всякие можно вещи вешать и довольно приятная ванна. Вот. Ванна, раковина, туалеты. Все довольно как-то неплохо. Я, если честно, для мотеля я немножко удивлен, потому что звучит мотель как-то не так весело, как кажется. Но, тем не менее, все довольно неплохо. Вот как-то так прошел наш день. Сейчас будем отдыхать. И завтра двигаться дальше. Встаем в 7:30. Еще планов каких-то таких явных не строили. Точнее, нет, есть примерно направление.
Но мы еще не знаем... Я еще не знаю, что мы конкретно будем делать, поэтому посмотрим завтра. Так, ну что, ложимся уже отдыхать. Уже довольно поздно, завтра рано вставать. Хотел бы рассказать, что особенность американской культуры в том, что, короче, тут одеяло, оно, короче, не совсем одеяло. Тут состоит из 3 составляющих. Это, короче, простыня, такой как бы тонкий пледик и 5 простыня. То есть у них нет такой темы, как одеяло, не пододеяльник. Это выглядит очень неудобно, очень ужасно, я не понимаю, почему это так. Выглядит вот так вот, получается. Тут идет простыня, плед и простыня. И оно вот таким бутербродиком таким, и вот лежит все. Оно все расстаивается, и оно выглядит как-то ужасно. Вот, ну, приходится мириться с этой реальностью. А так ложитесь отдыхать, потому что буду завтра что-то еще тоже рассказывать. Получился сегодня очень активный день. Уже нет сил. Так что все, погнали.